Школа, девочки, началась. Приготовили завтрак. Сейчас перекусим с Октайчиком и провожу Октайчика в школу. Давай, сынок. Приятного аппетита. Пошел мальчик в школу, девочки. Ну, наверное, не знаю, опоздает, не опоздает. Уж очень долго. Первый раз, как в первый раз в первый класс. Одевался долго. Ветрено, девочки. Ветрено. Вон сколько школьников, видите? Пошел. Под ноги не смотрят, телефон в руках же. О, ветер какой, девочки. Но он 2 майки одел. Все равно будет потеть. Будет потеть, а ветер какой. В общем, не знаешь, как одеваться, девочки. Видите, сколько? Ученики побежали в школу. Вон физкультура, видите? Физкультура у ребятишек. Опаздывают. Вон Беслемечанта. Сумочка с едой. Видите? У ребятишек. Октай кормят в школе. Питание входит в стоимость обучения. Книжки отдельно оплата. И транспорт либо сам, либо можешь оплатить. Школьный сервис приедет, заберет. Вот так вот, девочки. Пошел. Все, и Дерслер Октайчику. А Айден на работе уже сидит. Сидит на работе. Да, девочки, в новой квартире так не посмотришь с окна. Там смотреть нечего с окна. Вот минусы будут. А здесь-то я привыкла с окна. Все последние новости Махали. Все вижу, все знаю. Ладно, можно, девочки, поспать чуток. Ой, ребят, время час. Сказала, провожу Октайчика, немножко посплю. Ага. Пошла немножко окна подтерла, девочки. Надо сейчас искупаться. В 5 часов придет Октайчик. В смысле в 5. В 5 у них закончатся уроки. А сколько он придет, не знаю. Ехать недалеко. Ну сколько? 30 минут. 30 минут. Опоздал, наверное, мальчиш. Опоздал утром. С вечера померили еще раз одежду. Одежду померили. Маечки померили, штаники давят, живот отрос. Я говорю, будешь сейчас ходить? Ну, правильно, сколько они? Почти 2 года дома сидели. Сейчас будешь ходить, живот, говорю, пропадет. Штаны давят. Так-то все нормально, а штаны эти куплены 2 года назад. Штаны давят. Куплены в 10 классе, а сейчас 12 класс. Штаны давят в зоне талии. Ну, ремень нужен, потому что садишься, они сползают. Да еще такой же подшив, понимаете. Это же все равно одежда же лучше, конечно, индивидуально. Но я говорю, покупать уже одежду, смысла нет, девочки. Одежда дорогая. Купишь, она все равно она больше не нужна будет, эта одежда. Там же эмблема есть. Столько много штаников, брюк. Я Айдену говорю, будешь носить? Он говорит, нет, ты что, мам? Девочки, и жалко и выбросить. И мне большие они, понимаете? Ну, я же вам сказала, как мы выбрасываем. К мусорке относим в мешки, кому надо, забирают. И мне не нужно. И Октайчику, он подхудеет. Я говорю, дома можно 3 кушки вот этих ходить на физкультуру-то у нас. 3 кушек, девочки. Но они хорошо. Они вот именно сейчас хорошо, потому что я же немножко на размерчик больше покупаю всегда. Потому что потом размеров не найдешь, вот этих большие. Если большие есть, я сразу хватаю в магазине. Но это из практики. Из практики. Я же уже сколько лет
Поэтому я знаю, что больших размеров потом не найти. В общем, трикушки дома сносятся. Вот эти штаны, панталоны, брюки, они как джинсы там, светлые, ну я вам уже показывала, светлые, зеленые и черные. Вот он черный одел, ну ворчун же, ворчун, мальчиш ворчун. Потом новую обувь по интернету уже заказывал муж. Я Айдыну заказал, ну с чего все началось? Заказал себе, я же вам показывала, помните? Соломон Шалом. Помните, я вам как-то в одном блоге показывала, рассказывала. Заказал 46 размер. Я говорю, любименька, 46 тебе маленький, тебе надо, не знаю, 48, а может быть и 50. Соломон, он вообще маломерит очень сильно. А у нас, что у мужа, что у Октая, у Айдена тоже так было. Когда он начинает худеть, и нога худеет. У Айдена сейчас как-то по стандарту, а у мужа и у Октая у них очень широкая. И у меня тоже, девочки, по молодости. Тоже кости широкие, короче. Широкая нога. Понимаете, вот купишь, например, допустим, у меня, но всегда на размер на 2 больше покупала. Почему? Потому что купишь, в длине они еще там вот столько в длину, а узкие. И у Октая вот за счет того, что узкая обувь, тоже нас где-то на сантиметр, еще длина на 1,5 сантиметра, туда еще, как это, длинная обувь, но узкая. А из-за того, что еще новые, ну, 45, 1/3. 45 размер и еще одна с дробью. 1/3. Давит. Не пойду, говорит. Одел старые кроссовки. А я говорю, а вдруг дождь? Вроде дождь передают. А потом, знаете, такая погода интересная тоже. С утра дождь передают, что днем будет дождь. Смотрю, днем солнце вон вышло. Время-то уже час. Солнце вышло, никакого дождя и ветра нету. Солнце вышло, жара началась. Ну, хорошо, что он кофту не одел. Кофту не одел. Он до последнего, Октайчик, кофту не будет одевать, потому что он потеет. В общем, новые туфли не одел. Ботинки вот эти. Соломон Шалом не одел. Пошел в старых кроссовках. И, наверное, опоздал. Потому что... А может быть, линейка была. В первый день, может быть, там линейка во дворе была. И он уже 21 минута. Я говорю, когда идешь до школы, мне... Ну, хотя бы смайлик скинешь, я пойму, что ты дошел. Все равно большие, но все равно же переживаешь, девочки. Какие бы большие не были детки, все равно переживаешь. Тем более, я столько времени дома сидел. В общем, сказала, посплю. Не, не спала, девочки. В интернете немножко полазила. Окна подтерла. Слегка. Но если будут дожди, опять надо будет подтирать. Хочется вроде хорошо оставить квартиру уж. Когда мы уйдем, не знаю. Еще же там люди, говорю, сидят, живут. Моль летает, и комары летают, девочки. Вроде ночью слышу, что машина травит. По улице ездит из районной управы машины. Но все равно, девочки, комары. У нас же эти не комары, а моль. Много. Магазин, с магазина моль летит. Там же одежда у них. В общем, сейчас немножко посплю. Сейчас немножко посплю, полежу. Устала. Устала, девочки. Там чуток. И время как-то быстро проходит. Еще надо искупаться. Планировала утром. Думаю, ладно, мальчиш уйдет. Искупаюсь. А потом это пришла. КПЧ. Я не сразу услышала. Дверь открыть, да воду ей налить надо. Налила воду. Смотрю, говорю, новое ведро. Она говорит, ну да, новое ведро. Дали новое ведро и швабру дали. Такой с тряпкой шваброй. Чтоб руками не мыла. А я ей воду даю. И ну там хлорка, детержент там наливаю, короче. Она сама говорит, что именно вот такой детержент наливаю. Ну, я наливаю. И все. И все туда-сюда. Тудым-сюдым.
И время ушло, уже час. Вот сейчас с вами общаюсь. Сколько? 7 минут. Вот 7 минут, уже второй час. Все, девочки, немножко пылюку подтерла. Пол надо мыть. Кушать не буду готовить. Кушать есть. Айден придет, курица будет себе готовить. А у Уктая все, что есть, надо в холодильнике доедать. Там суп есть, рис есть. В общем, фрукты есть, салат можно делать. Все есть, девочки. Ничего готовить не нужно. Потому что ничего это не съедается. Котлеты у меня еще есть. Там мяско есть. Оладушки вот эти есть. Сгущенка есть. В общем, ничего не надо, девочки, готовить. Все есть. Нужно перебирать вещи. Что выбросить, что не выбросить. Потом Октай в коробке соберет книжки, которые он же сам еще не знает, какие вниз положить, а какие сверху. И пусть книжки в коробке лежат. И мне нужно купить скотч, но это нужно куда-то идти. Может, в БИМе найду. В шоке не было. Смотрела, в шоке не было. Может, А101 пойти посмотреть. Но не сегодня. Сегодня не пойду, потому что сегодня такой сумбурный день. Немножко туда, немножко сюда, и время прошло. В общем, вот такие дела. Девочки, все, учебный год начался. Пошел в школу мальчиш. Вторую прививку. Когда делать? Если 31-го он делал. Ну, в конце сентября, наверное. В начале октября. Придет сообщение на телефон, что вторую прививку можно идти делать. Пойдет, сделает. Ну, тоже вместе надо идти делать. Ну, если первую делала, аллергии не было, мне кажется, и вторую ничего. Ну, не знаю. Первую, когда мы ходили прививку делать, она там вопросы задавала, а я в дверях стояла, и она спросила у нее: ты с кем пришел? Ну, я говорю: я, типа, мама. Она говорит: с мамой пришел. Она там вопросы мне задает. Доктор, говорит, какой у вас? Имя доктора. Это же семейная поликлиника. Семейный доктор. А мы никогда не обращались, девочки, в эту поликлинику к семейному доктору. Никогда. Ну, муж, когда анализы сдавал, он ходил в такую, не в государственную, а в такую. Айдын, правда, пару раз. Может быть, Айдын знает, какой доктор. Да когда к доктору не ходишь, сюда входит имя, отсюда выходит. А она мне сказала тоже доктора имя, семейный вот этот наш доктор. А я его тоже забыла. Потому что мы не ходим, нам не надо. Дай бог, чтобы и не надо было. Это такой, чисто... Это бесплатно же ходишь. Это государственная поликлиника, бесплатно ходишь к семейному доктору. Допустим, дети, когда... Это же тоже не так давно. А может быть, и раньше было. Это вот когда дети болеют, в школу не ходят, справка же нужна. Идешь к этому семейному доктору, и это он тебе справку дает. Ну, надо наблюдаться у него. А у нас не было такого, чтобы мы ходили. Мы, может быть, пару раз с Уктаем ходили в частную клинику. И один раз нам справку давали. Да, по-моему, да. Медикаль парк, да. У него сильный кашель был. Да, девочки, 2 раза вот такой было, сильный кашель. И нам давали это освобождение от школы и справку давали. А так больше, так справку на 1 день, если надо, спишут родители на 1 день. Что типа, или там идешь, предупреждаешь, или звонишь, предупреждаешь учителя, что ребенок не придет, там приболел, и все. Так особо, я же говорю, мы не обращались. Не нужна нам была, короче, справка. Мы как-то сами с учителями договаривались. Поэтому я не знаю. В общем, вот такие вот дела, девочки. Сейчас, наверное, посплю. Вечером придет Октай, спрошу, как он. Как день прошел школьный? Как? Ну, говорит, в субботу он тоже не знает. И надо ходить, не надо ходить в субботу. Курсы будут, не будут. Придет, расскажет. Девочки, у меня, наверное, такое морщинистое. У меня морщинистые, девочки. Лоб мажу кремами. Мажу. Ладно, посплю чуть-чуть, правда. Спать хочется. Прям глаза, слипаются глаза.
О, ребята, видите, сколько лицейщиков. Лицей же здесь у нас рядом. Все, вышли. Октай сейчас тоже написал Чекьюрум. Тоже вышел. Домой едет. Ой, девочки, столько, смотрите. Пасмурно. Пасмурно. И вот и школьники вышли. И дождик немножко, мне кажется, моросит. Вон девчонки. Девчонки, смотрите, кто в чем, и мальчишки, и девчонки. Раньше в лицее была форма. Сейчас... Ой, дождик начался, девочки. Не, надо кофточку одевать. Холодно, смотрите. У него там 2 майки. Дождик моросит, девочки. 2 майки. Не, надо одеваться. А я так хорошо, девочки, поспала. А телефон... Ну, когда кто-то сообщение пишет. Сделал телефон. Я соскочила, посмотрела. Ой, холодно. Октай промерзнет. Полный, смотрите, автобус. Полный. Никакого дистанционного сейчас этого расстояния нету. Такой вкусный запах какой-то на улице, парфюмированный. Не знаю, что такое. Может, кто-то что-то детержентом моет, поэтому запах. Дождик моросит, девочки. Ладно, Октайчика буду ждать, сейчас придет. Спросим, как у него дела. Девочки, хочу кукси. Вот делаю себе и Октаю. Здесь у меня вот мясо. Курица была, мясо. Говядина. Курица, говядина, мясо. Огуречек покрошила. Мури делаю. Прямо в мури закладываю. Яйца поставила вариться. Слегка нужно отварить рисовую вермишельку. Там по инструкции написано. Соленый огуречек захотела. Сейчас салатные листья добавлю. Вермишель рисовую добавлю. Яйцо добавлю. Водой залью. Огурца свежего нету у меня. И еще тут остатки картошки тоже добавлю. И все. И будет кукси по-корейски. Тачка позвонил, пришел. Не замерз, сынуль? Ой, аккуратно. Я тебя жду. Как день прошел? Снимай маску. Устал, запыхался. А я переживаю, что ты замерз. Ага, замерз. Не замерз? Нет. Ну, дверь хлопни. Ой. Осторожно. Ну как? Нормально. А ты мне первое утро сообщение... Забыл. Собрание было у вас там? Топланты? Нет. Просто в класс пришел. А, телефоны не сдавали, Учитель что ли? был. Как у тебя? Все хорошо прошло? Завтра кофточку. Видишь, солнышко выглянуло. Вот солнышко. Ага. Дождь был, когда я... Да, дождь моросил. Вышел. Спина мокрая. Ага. Уроки задали? А? Уроки. Смотри, я придумала здесь кукси. Будешь кушать кукси? Все, девочки, я подготовилась. Это мое. Это Октайчику. Яйцо у меня смятку, поэтому, девочки, перед кушанием лучше. Вообще порезать бы, конечно, но у меня воду попить. Сейчас я тебе дам стакан. Держи. Ну, рассказывай, как школа. Понравилось? Нормально. Ну, все в форме пришли. Или ты один? У нас день это. Без формы люди даже пришли. Ну, школу на день, да, все. Ну, завтра новые, а якобы. Завтра же дождь не будет. Мы посмотрим. Ну, ты будешь, я поставлю на стол. Мы посмотрим. Салеп будешь? Я приготовила салеп. Ладно, буду. Салеп приготовила. Салеп. Сейчас, девочки, отнесем. Пусть мальчиш умоется, переоденется. Будем сейчас кушать. Ну, девочки, я же спала, я так и не успела покупаться. Сейчас буду купаться. Спала же. Сейчас это. Мужу тоже отправила. С утра же он тоже спрашивал, ты пошел в школу? Нет, как там, добрался, не добрался. Ну, отвыкли мы. Понимаете, то, что он каждый день дома. Вкусно, девочки, мури. Давай сюда попробуем. Окно можешь закрыть. Баба тоже тебе это привет передает.
фотографию отправила ему, что Уктачик. И можешь написать, просто Уктачик пришел, да все. Уктачик, говорит, пришел, да и все. Все. Ребятам помаши. Ага. Все, девочки. Учебный процесс начался. Школьный. Давно началось. Школьный, ну, давно началась учеба. Ну, в смысле, ходить нужно вот в школу. У нас давно начал. Учеба-то давно началась, но надо 2 было... недели назад у нас. Да. Дома, а это сейчас мы будем ходить. Ну все, девочки, мальчики. Всех вас обнимаю и люблю. Салютуем вам с Уктайчиком из Стамбула. Приятного аппетита вам всем, кто кушает вместе с нами. В школе не будут кушания давать. Только первый день сегодня дали. А почему не будут давать в школе кушанье? Не знаю. Без лимечанта надо брать с собой? Баба, да. Я думаю, что тоже баба деньги не просил. Нет, за... Кушания не будет. Не будет вообще. Никому не будут давать? Нам не будут давать. Кто не платил? Нам не будут давать, никому. 12 классом? Да. Вот, девочки, обалдеть, это мы только за учебу заплатили. Да, кушания баба не платил. Нет, кушанье входило в это, в ценность обучения. Нет, кушания вообще не платил, может, баба. Еще меньше. Кушания был бы, в школе бы давали. Если кушания нету, зачем на деньги на кушания давать? Нету. Кушанье не давали, потому что еще вот эта пандемия, у них там ничего нормально не Первый это. день только дали кушания, все, больше не будет нам. С собой надо брать, да? Да. А там даже и не будет ничего продаваться, какой-то гамбургер. Есть. Продаваться будет? Да, естественно. Это, видать, от 12 класса только не будут давать кушать. Ага, все там дают. А другим... Ой, Укта, закрой, у тебя спина мокрая. Нормально. Нет, закрой окошко. Нормально. Окошко надо закрыть, девочки. Вон жарко потом. Ничего, потом откроем. Нормально. Ты сейчас мокрый, не надо, продует. Ничего не будет. Не надо. Ничего не мокрое, нормально. Мокрая вон спина, Да, смотри. ничего, нормально все. Ну ладно, давай я попрощаюсь с ребятами. Пожелаем детишкам, ребятишкам хорошей учебы, да? Мамочкам, папочкам терпения, да? Папа у Васи силен в математике. Обязательно. Девочки, вы сильны в математике? Чарпмат Аблусу знаешь, сынок, уже? Все, выучил? Ой, нормально все, ага. Ладно, не будем мешать. Мальчиш будет сейчас на своей волне. Всех вас обнимаю, ребят. Спасибо большое вам за ваш труд, за лайки, за просмотры, за душевность вашу, за активность. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Всем пока. Любви, счастья, всего самого доброго и светлого.